Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня влог я начинаю с раскраски цветы из серии цветотерапия. Как вы знаете, эта раскраска мне нравится, но я ее сначала много раскрашивала, потом был у меня какой-то перерыв, и сейчас вот периодически я беру что-то в ней, раскрашиваю. Ну и в этом месяце тоже будет не исключение. В том месяце, по-моему, я ее раскрашивала, я только не помню, ставила ее в планы или нет, но в этот раз она у меня в планах. В том месяце была раскрашена вот эта иллюстрация. В этом сейчас покажу, что будет раскрашено. Так, а что я хотела? Я хотела вот эту иллюстрацию раскрасить. Сразу переложу закладку. Но знаете, что я обнаружила интересно? Я как-то пользовалась карандашами, мэджиками, но такими, которые из Fix Price, но не толстые, а вот первые две волны этих мэджиков были такие тоненькие. И я ими начала раскрашивать мандалы, потому что показывала раскраску, две даже, любовные мандалы, еще что-то такое, фобии и страхи, вот это. И там тонкая бумага, и фломастеры точно не подойдут. Так вот, я стала раскрашивать карандашами, в том числе и мэджиками. И я показывала, что есть там вот розовый. Я еще возмущалась, что настолько плохая бумага, что карандаши со временем пропечатываются на другую сторону. Потом я стала замечать, что это только розовый цвет, но опять же я все равно грешила на бумагу. Думаю, может быть он, не знаю. Короче говоря, сейчас я с удивлением обнаружила. Сейчас покажу, где это было. Да, не поняла. Сейчас найду. Вот я раскрашивала мэджиками такую иллюстрацию. И с обратной стороны посмотрите, что случилось. Вот. Все проступило. Именно розовый цвет. Такие карандаши я точно держать у себя не буду. Нет, я единственное, что я сейчас подумала, с одной стороны, что надо выбросить, но, в принципе, у меня есть односторонние раскраски, но тогда надо запомнить, что в двусторонних такими карандашами пользоваться нельзя. То есть вот другие цвета, с ними все в порядке. Там, где используешь розовый, получается такая ерунда. А бумага здесь очень хорошая, потому что я, например, когда эта раскраска у меня появилась, у меня были штабила Power из фломастеров, в основном, и я делала фон, и никаких проблем не возникало. Ничего не протекало. Здесь хорошая бумага, реально. Я много чего тут раскрашивала и вообще без приключений. Но вот здесь вот все штабило. И с обратной стороны все в порядке, в принципе. То есть бумага тут реально вполне себе достойная. По крайней мере, конкретно в этой раскраске, потому что из серии цветотерапия у меня есть мандалы, еще что-то. Да, бумага разная. Вот такие дела. Будьте аккуратнее, имейте в виду, что вот с такими карандашами, они которые тоненькие, они были... У них такая рубашка у одних цветная у карандашей, другая обычная. Вот. В общем, да. Но, кстати, я тоже говорила, что американские эти ручки Inkjoy, я их раньше в магазине Озон покупала, они много где есть.
И тоже они очень хорошие, удобные, но с розовым цветом происходит какая-то ерунда. То есть что-то записываешь, проходит пару дней, ну, может быть, неделя, и эта ручка просто растекается. То есть вот весь написанный текст, как будто туда воды налили, и она так вот расплывается, ну, типа, или как вот маркер может растечься. Но сейчас я решила взять Берлинга, который мне Оксана в посылке присылала, двухцветные карандаши, и вот буду здесь раскрашивать. Но здесь тоже есть розовые, я не знаю, заодно, может быть, проверим. Точно так же они поведут себя или нет, будет просто интересно. Вот. Ну и вообще хочется как-то мэджиками попользоваться, потому что в основном идут в любых наборах коричневые цвета, серые, иногда зеленые, в зависимости от того, что требуется. Ну вот, например, мне нравятся зеленые в мэджиках таких толстеньких, которые Kohinoor, Kids Fantasy, Fix Price. Это мне нравится. Даже вот в тех двух из фикса тоненьких мне тоже нравятся, в общем-то, зеленые оттенки. А вот здесь, к сожалению, нет. Ладно, сейчас покажу процесс раскрашивания на камеру. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Приятного просмотра. Не, пусть будет серединка такая желто-коричневая. Но вот они мягкие, они и здесь шикарно ложатся. Ну, а цветок будет оранжевый с красным. На самом деле красиво получается. Очень сочетание хорошее. И вот мне нравится то, что здесь действительно такое вот сочетание. Ну, как бы оно заметно в любом случае. И вообще красиво получается. А я сейчас, пока тут сняла вступление, ну и все такое, смотрю, машины едут, сигналят, что-то такое. Я подумала, что скорая. Что-то сначала так меня аж прям зло пробрало, потому что, ну, понятное дело, у нас какая-нибудь статистика, сами понимаете, какая начинает расти, то у нас тут для устрашения всегда с мигалками ездят. А потом, соответственно, тихо, спокойно. Но потом, думаю, я так устыдилась своих мыслей. Думаю, нет, ну, другие-то болячки тоже есть, мало ли кому плохо. Потом смотрю, грохот, еще что-то. Подхожу к окну, но у нас-то район, вы знаете, зеленый, я показывала. И у нас не видно, что на дороге происходит, но я увидела сразу даже не одну полицейскую машину, и, судя по всему, там... Короче, там, походу, погоня какая-то была. Вот. И, видимо, тот, за кем гнались, доездился. Да. Там как минимум сейчас 3 полицейские машины, которые были, стоят. Ну, не знаю, что там произошло, ну да и ладно. Так что вот так. Но у нас как-то, где я с собакой гуляю, лет 5 назад и перестрелка была. То есть прямо около дома. Но я не знаю, насколько такие погони вообще-то нормальны, потому как все-таки жилая зона, и 2 часа ночи все равно. Конечно, Москва не Питер, это в Питере и в 4 утра, и в 5 утра оживленно. У нас в Москве все-таки в этом плане потише, так как город не туристический. Но все-таки 2 часа это тоже еще довольно для нас рановато. И как-то, мне кажется, небезопасно такое устраивать. У меня еще и так что-то нервы расшатаны. Ну, на самом деле у меня все нормально, то есть ничего такого не происходит, но просто по мелочам, но все вместе. Фон, как и собиралась, сделала масляной пастелью. Прочувствовала полностью, насколько важны эти бумажки. Раньше
Они меня раздражали, а особенно, знаете, еще там в детстве, когда вот эти были, да и ну, детские мелки тоже в бумажке. В общем-то, до разворачивания бумажек там дело не доходило, потому что мелки отвратительные, и ни разу я ими толком никогда не пользовалась. Ну, а здесь я тоже недоумевала, зачем, ну, как бы понятная информация какая-то, не более того. А вот когда у меня с белого мелка вот это все бумажка сошла, мелок, он весь такой вот один прям гладкий, а вот этот, которым я пользуюсь, такой шершавый, потому что вечно и ногтями хватаешь, и еще что-то, и все руки грязные. Я сейчас вот мыла с мылом как следует, и, в общем-то, еще не отмыла. И иногда прям аж чуть ли не кусочки отваливаются от мелка, поэтому, да, важно. В общем, я здесь использовала желтый, ну, вот такой вот мелок, потом использовала вот этот, красивый, мне нравится цвет, вот этот и голубой. Ну и, соответственно, растушевывала я белым. Посмотрим, как будет розовый цвет в этом наборе себя поведет. Тут я проходилась блендером карандаш и опять же таки салфеткой. Когда у меня вот сюда попала масляная пастель, я сначала так попыталась все это чистить и убрать. Это можно легко сделать, но потом я поняла, что мне вот этот вот эффект, он даже нравится. Так что единственное, надо сейчас будет все-таки бумагу проложить, так как здесь довольно много пастели, она определенно сюда отпечатается, если не защитить иллюстрацию. А здесь я теперь догадываюсь, что это, наверное, не масляная пастель, это были мелки водоразмываемые из Fix Price. Ну, ладно, я сейчас отложу это в сторону. И следующая раскраска, она будет не по плану, великолепная книга раскраска. Мы ее обычно с Оксаной красим, ну, в общем, потом, когда у Оксаны будет возможность, если захочет, присоединиться. Здесь я буду раскрашивать брашпенами Мазари, потому что, несмотря на довольно-таки, казалось бы, ну не то чтобы тонкую бумагу, но самую-самую обычную, а брашпены протекают везде, здесь на редкость они себя прилично ведут. То есть вот, как видно, ну, может быть, где-то что-то, пара пятнышек, но это вообще ни разу не критично, а в основном все тут хорошо. Вот здесь вот тоже были брашпены, и вообще замечательно. Ну, то есть вот опять же розовый цвет, какая-то ерунда. Я уж не знаю, что тут с красителем. Поэтому я решила, что сейчас тоже брашпены возьму, раскрашу листочки. И также фон будет у меня сухая пастель. Ну, если здесь я так делала, тут пусть, может быть, вот так будет или вот так, не знаю. Как-нибудь похожий такой фон сделаю. Это у меня была сухая пастель Мунга. В общем, сейчас только вот это все со стола уберу и, конечно же, процесс вам покажу. Подобрала 3 цвета. Мне кажется, они должны быть интересные. Я просто не делала выкраску, а может и делала, не пользуюсь. Но вот мне очень нравится этот цвет, он красивый. Вообще, у меня такое чувство, что прям вот, правда, эти маркеры созданы для этой раскраски или наоборот, раскраска для этих маркеров. Потому что вот я рассказывала, что мне неудобно раскрашивать этими маркерами, я не могу к ним приспособиться. Но вот здесь мне очень даже комфортно. Так, сейчас посмотрим. О, вот этот цвет очень красивый, тоже нравится. Ну, в общем, прикольно. Да. Не знаю, я сейчас села, у меня что-то какая-то... Ну да, у меня вернулись панические атаки всякие.
Ну ладно, это пройдет, это не страшно на самом деле, просто неприятно, надо пережить. Ну, тут еще такой момент, как бы надо поехать в Питер, но я что-то стремаюсь ехать в Питер, потому что непонятно, какие правила введут. Ну а как мы понимаем по другим городам, что вводится, меня не устроит. И хорошо, если это выяснится и успеет сдать билеты, и я, допустим, не поеду. Но я надеюсь, что все-таки все будет хорошо. Но вопрос в том, что а если я приеду и что-то изменится, я ж не буду действовать по этим правилам, тогда я не смогу вернуться. Вот в чем вопрос. Ну, а если я не смогу вернуться, то как бы тут проблема, потому что, с одной стороны, свои занятия я могу вести и по скайпу, но у меня же есть YouTube, и я канал не хочу забрасывать, а тех раскрасок, которые я с собой возьму, хватит, ну, на неделю раскрашивания. Все материалы практически останутся тут, раскраски, и меня это совершенно не устраивает, не говоря о том, что у меня собака, с которой гуляют, понятное дело, не за бесплатно в мое отсутствие, и одно дело там неделя, другое дело месяц-два. Поэтому как-то стрёмно ехать, но я понимаю, что, в общем, короче, в любом случае я буду, наверное, плохой. Да. Ладно, это мы решим. И тут еще просто и ушастик. Если вспоминать, что было с ним где-то до февраля этого года, то, конечно, сейчас все вообще замечательно и шоколадно, но есть моменты, которые я тоже как-то... А меня еще завтра ученица пригласила поехать с ней позагорать, искупаться. И, в общем-то, я, с одной стороны, очень хочу, но понимаю, что я что-то не в состоянии переносить жару. И, опять же, я, когда уезжаю, я закрываю все окна, и как тут собака будет. Потому что, когда у меня в Питер поездка намечена, должно быть уже не сильно жарко. Фон мне, как показалось, получился даже поинтереснее, чем этот. Поэтому я довольна. Теперь у меня целый разворот, что очень хорошо. Ну, я думаю, что здесь, ну, пока не обязательно чем-то прокладывать, допустим, бумагой, как я это делаю для выпечки. Можно и в следующий раз, потому что раскрашивать я здесь, скорее всего, буду только в следующем месяце. В общем, сейчас запишу в блокнот номер странички. И этот влог я буду завершать. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.